Азиатская живопись. Сегодня рисуем каштан. Осень продолжается, а значит осенние темы пока что еще актуальны. Итак, мы работаем на рисовой бумаге, минеральными красками, каллиграфическими кистями. Набираем на кисть 3 оттенка коричневого, начиная от светлого к темному. И начинаем мы с плодов каштана, с орехов, и наше движение кисти таково. Мазок совершается следующим образом. Мы начинаем движение с кончика кисти, ставя кисть на кончик, и затем все более прижимая кисть, мы рисуем одну часть ореха, левую или правую. То есть орех мы рисуем двойным мазком. Сначала мы выполняем одну часть, а затем сбоку рисуем еще одну. Итак, начинаем мы движение с кончика кисти и затем все более прижимаем кисть. Каждый раз перед тем, как нарисовать новый орех, мы заново набираем цвет на кисть, а именно 3 оттенка коричневого, от светлого к самому темному. Рисуем орехи в разных ракурсах. В зависимости от ракурса принцип нанесения мазка может меняться. Теперь набираем на кисть 2 оттенка зеленого, сначала светлый, затем более темный, и рисуем скорлупу для каштана. Принцип движения тот же. Мы начинаем движение кисти с кончика и затем все более прижимая кисть. Мы как бы обводим орех каштана вокруг, в зависимости от ракурса мы рисуем скорлупу, но принцип не меняется. Когда мы начинаем обводить орех, мы должны отступить немного места, чтобы между орехом и скорлупой или шелухой, не знаю, как точно сказать, в данном случае осталось белое пространство, белая полоса. И если орешек еще целиком и полностью в шелухе, то мы просто рисуем круг, шар. И теперь мы с вами берем на кисти любой оттенок коричневого и рисуем ветки. Ветки рисуются по принципу движения мазка линий от точки до точки. То есть мы сначала ставим кисть на кончик, фиксируем его и затем делаем линию до следующей точки. Линия может быть прямая или дугообразная. Для тонкой линии мы менее оказываем давление на кисть, для более толстой, широкой линии мы более оказываем давление на кисть, значит более ее прижимаем. Теперь я смешиваю изумрудный и темно-зеленый и начинаю рисовать этим цветом листья. Влаги должно быть в данный момент на кисти ни много ни мало по среднему. Точно так же и для каштанов, и для их шелухи. Работаю я с средней, в данном случае мягкой кистью. Для выполнения веток и линий нужно было брать влаги поменьше на кисть, чем, допустим, для листьев самих орехов и их шелухи. Мазок в данном случае какой? Мы начинаем движение с кончика кисти, затем более прижимаем кисть и двигаем ее, можно сказать, такая волнообразно, то прижимая, то подымая. В зависимости от того, нам нужно получить более широкий отпечаток или более тонкий. Рисуем листья в разных ракурсах, заполняя пространство композиционно. Теперь, когда краска уже подсохла на шелухе каштана, мы начинаем рисовать иголки.
на этой самой шелухе. Для этого мы работаем темно-зеленым цветом. Кисть я уже взяла малую, жесткую, но можно работать и средней кистью, даже большой, самым кончиком. Влаги на кисти в данном случае должно быть по минимуму, чтобы линии не растекались. Как выполняется в данном случае линия? Мы прижимаем сначала, начинаем движение с точки, и затем, выполняя линию, мы поднимаем кисть. То есть поставили точку, делаем линию, и в процессе движения линии мы кисть отрываем от бумаги. То есть кисть уходит в воздух. Часто пересекайте линии, это придаст объем и живость композиции. Когда мы рисуем на круглой шелухе, когда у нас в виде круга сферы, то начинаем построение этих иголок от центра, от середины. И для чего мы, собственно говоря, оставляли белое пространство между орехом и шелухой. Теперь мы это пространство выделим, обведем контуром, также малой жесткой кистью и темно-зеленым цветом, чтобы подчеркнуть в данном случае строение шелухи и ореха, еще больше выделить два этих объекта. Так мы поступаем со всеми орехами. И теперь, когда краска уже на листьях подсохла, но не до конца, чтобы прожилки органично вписались, мы начинаем рисовать прожилки на листьях. Делаем мы это линиями. Линии совершаются от точки до точки. Они в данном случае тонкие и выполняются кончиком кисти. В данном случае должно быть влаги на кисти не очень много, чтобы линии не сильно растекались. Работаем мы темно-зеленым цветом в данном случае, чтобы было видно прожилки на том цвете листьев, которые мы прежде наносили. Как вы видите, листья они тоже разные по цвету, и не все листья мы заполняем прожилками, выборочно, конечно. И обводим контуром. Контур может выходить за пределы самого объекта, это будет даже красиво. Если кончик распушится, тоже не страшно, это тоже придаст такую, можно сказать, профессиональную неаккуратность вашему рисунку. И листья мы тоже обводим не все, а выборочно. Это последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали.